Снова привет. И все-таки хочу договорить. Меня беспокоит то, что я вам дал суммы по степеням простых чисел, умноженные на логарифм, и не объяснил, откуда они берутся. Как будто бы я достал готовый ответ из кармана. Первое сложное объяснение, еще одно сложное объяснение. Эту сумму можно интерпретировать как сумму по полям Галуа, по конечным полям Галуа. Поле Галуа FP – поле остатков при делении на P. Несложно получить поле f p в квадрате. Надо взять любой из элементов, непредставимый как квадрат одного из чисел из поля fp, и добавить в поле fp его корень. Ну как вот в комплексных числах мы берем и добавляем корень из минус единицы. В поле fp тоже есть отрицательные числа. Это просто такие числа, для которых нет числа а, что а в квадрате дает их. В этом поле ровно половина ненулевых чисел положительная, а другая половина отрицательная. Ну вот в этом смысле. Так вот, мы берем любое отрицательное число и добавляем к полю fp корень из него. И таким образом получаем поле fp в квадрате. И дальше мы можем аналогичным образом действовать и получать поля fp в любой степени k. Причем для каждого p в степени k есть единственное с точностью до изоморфизма поле такого размера. У этих полей есть еще важное свойство – характеристика. Характеристика поля обозначается как char. Это просто сколько единичек надо сложить, чтобы получить 0. Так вот, в некотором смысле вот эту сумму можно интерпретировать как сумму по полям Галуа, где размер поля берется в какой-то степени s, а характеристика поля помещена под логарифм. Сложное объяснение, но просто еще одна интерпретация. Дальше. На самом деле я мог бы проделать все то же самое для сумм по простым числам. То есть вот не пудрить мозги степенями простых чисел и взять суммы просто по простым числам. Сумма log p на p в степени k. Сумма берется по p, где p пробегает простые числа. Вот здесь вот эти суммы посчитаны уже и подобраны приближения для них. Получается буквально, так, тут я одно и то же считаю, те же самые ответы. Опять нужно делить на x в степени k плюс 1. Если мы суммируем p в степени k на логарифм p, то надо делить на p в степени k плюс 1. И вычитать надо единицы на k плюс 1. И умножать на корень. Все то же самое. Видите, минус 1/3, 1/4 и так далее. Только здесь добавляется еще одна фишка. Надо потом этот итоговый шум чуть-чуть приподнимать. Тут на 1/6, здесь на 1/8, здесь на 1/10. Окей. И что мы здесь видим? Мы здесь видим примерно ту же самую картинку. Мы тоже видим шумы второго уровня. Здесь я шум первого уровня даже не нарисовал. Шумы третьего уровня. Просто они получаются не такими красивыми, как в случае суммирования по степеням простых чисел. Вот как странно выглядит, например, шум третьего уровня. Вот два шума третьего уровня. Желтый здесь, это и есть вот этот вот самый синий. Шум четвертого уровня. В нем невозможно разглядеть синусоиду, потому что здесь есть такая высокоамплитудная функция, гладенькая, которая нетривиальным образом приближается. Это какая-то очень сложная сумма степеней x, и поэтому вот этот путь получается гораздо длиннее. И добраться до синусоиды от первого корня зета-функции гораздо сложнее. Дальше. Еще можно такое объяснение, третье.
На самом деле не так важно, суммируем мы по простым числам или по степеням. Давайте я это поясню. Вот рассмотрим, например, две суммы. Тут пока я вообще убрал степень и взял просто сумму логарифмов. Первая сумма – сумма по простым числам, где простые числа меньше, чем p. А вторая сумма – это сумма по prime powers, по простым числам и их степеням, которые меньше, чем n. Вот эту сумму как можно еще переписать? Ее можно переписать как сумму по простым числам. Просто для каждого простого числа p надо посмотреть, сколько есть степеней p в степени 1, p в степени 2, p в степени 3 и так далее, которые меньше, чем n. Если в первой сумме логарифм 5, например, присутствует с коэффициентом 1, то вот в этой вот сумме для n равно 5 в степени 3 логарифм 5 присутствует с весом 3. Дальше. Оказывается, можно, имея ответ для кси, получить ответ для пэкси. Поясняю. Рассмотрим такую вот сумму, бесконечную. И рассмотрим в ней только вот одну компоненту с логарифмом 5. Кси от n, где n 5 в степени 3, содержит логарифм 5, потому что простое число 5 меньше либо равно, чем n. Давайте возьмем n в степени 1/2, ну то есть корень из n. Это будет 5 в степени 3/2. И это число будет больше 5 по-прежнему, и поэтому вот в этой вот штуке, которая есть сумма, спрятан логарифм 5. В этой сумме, это сумма до 5, потому что n в степени 1/3 будет ровно 5, тоже будет спрятано слагаемое логарифм 5, это будет последнее слагаемое в этой сумме. Все остальные не будут уже содержать логарифм 5. Таким образом, вот эта вот сумма как раз даст нам 3 раза повторенный логарифм 5. Поэтому для логарифма 5 левая часть и правая часть совпадают. Вот попробуйте убедить себя, что для любых логарифмов левая и правая часть будут совпадать. Интересно, что можно сделать шаг и в другую сторону. Если у вас есть сумма по степеням простых чисел, pxi, то вы сможете получить xi. Поэтому не так важно, что вы анализируете, pxi или xi. Точнее так, рекомендуется анализировать обе суммы и смотреть, где идут дела проще. Той суммой и заниматься. А потом с помощью одной из двух формул, прямой или обратной, вы сможете получить вторую сумму. Смотрите, как делается преобразование в другую сторону. Если у вас есть сумма pxi, то вы сможете получить сумму xi. Только здесь надо брать не сумму по всем k pxi n в степени 1k, как вот это было сделано здесь. Здесь надо брать со знаком минус, а иногда со знаком плюс. Вот бежать по такому сложному ряду. Тут троеточие. Сейчас я поясню. Смотрите. Вот рассмотрим уже не n равно 5 в степени 3, а n равно 5 в степени 12. И у нас получается, что вот здесь вот находится 12 умножить на логарифм 5. Вот в этой компоненте. И нам из этих 12 хочется вычесть 11. Давайте, поставим себе такую задачку. Как бы нам так из 12 чисел убрать 11? Идея звучит таким образом. Давайте из этих чисел уберем сначала все четные, которые 2, 4, 6. Потом удалим все числа, которые делятся на 3. 3, 6, 9 и так далее. А 1 не будем убирать. Хорошо. Убрали все числа, которые делятся на 2, все числа, которые делятся на 3, все числа, которые делятся на 5 и так далее. До бесконечности.
результате мы действительно убрали числа от 2 до n. Но правда, некоторые числа мы убрали 2 раза. Например, шестерку мы убрали тогда, когда мы убирали все четные, и когда мы удаляли все те, которые делятся на 3. Поэтому давайте добавим к ним вот эти все числа, которые делятся на 6. Итак, из n чисел мы сделали удаление всех чисел, которые делятся на простые числа. Потом мы занялись числами, которые являются произведениями двух простых чисел, потому что вот здесь вот мы их вычли дважды. Ну и дальше продолжается. Мы вдруг понимаем, что вот в этой вот комбинации числа, которые делятся на 3 простых числа, которые являются произведением 3 простых чисел, что мы их, значит, вот здесь они присутствуют все. Потом здесь мы их вычли 3 раза. Но зато потом вот в этой сумме мы их 3 раза добавили. И получается, что они присутствовали, потом их вычли 3 раза, потом мы их добавили 3 раза. А нам-то нужно их совсем убрать, то есть надо еще раз вычесть 1. Поэтому мы вычитаем все числа, которые являются произведениями 3 простых чисел еще раз. И так далее. Получается такая сложная сумма, в которой простые числа, вот этот n деленное на простое число, входят со знаком минус. Числа, которые являются произведениями 2 простых чисел, входят со знаком плюс. Числа, которые, знаменатели, которые являются произведениями 3 простых чисел, входят со знаком минус и так далее. Здесь нету чисел, которые выглядят, например, как 2 в квадрате умножить на 3 или 2 в седьмой умножить на 3 в пятой. Числа, в которых содержится простое число какое-либо в квадрате, они здесь отсутствуют в знаменателях. Вот так вот выглядит штука, чтобы из n удалить все числа, кроме единицы. Вот я здесь это записал. Тут 12 логарифмов 5. Здесь 6 логарифмов 5. Здесь будут 4 логарифма 5. Здесь 2. Здесь тоже 2, потому что 12 на 6 это 2. Здесь будет 1 логарифм 5. Здесь тоже 1. И здесь 1. Ну и знаки расставлены согласно вот тому правилу, которое я сказал. Короче, вот в этой вот сумме коэффициенты равны функции Мёбиуса μ. Функция Мёбиуса равна единице для единицы, потому что здесь написано n в степени 1 разделить на 1. Знаменатель равен 1. Равна минус единице для всех простых чисел. 2, 3, 5, 7. Вот при этих слагаемых мы видим коэффициент минус 1. Равняется плюс 1 для произведения 2 простых чисел. В общем, она равняется плюс 1 или минус 1 в зависимости от четности количества простых чисел. И суммируем мы только по тем числам, которые не содержат в себе квадрат простых чисел. То есть можно сказать, что на таких числах, не свободных от квадрата, функция Мёбиуса равна нулю. С функцией Мёбиуса мы уже с вами встречались на предыдущем видео. Как раз когда не получали, а когда я вам просто рассказал про ответ от Римана через лог-интеграл функцию. Подумайте про это. Функция Мёбиуса μ вот таким образом выглядит в математике. И утверждение, которое я вот только что сформулировал, про то, как надо из p к c получать к c, как из p к c методом суммирования получать к c, она на самом деле переформулируется в таком виде. Вот эта вот сумма по таким вот величинам равняется единице для любого n. Идем дальше. Выше мы занимались вот такими двумя суммами.
А давайте подумаем, что было бы, если бы мы здесь под логарифм запихали p в степени k. Ну или лучше так записать. Поместили сюда k. Что тогда мы имели бы? Тогда функцию p от psi можно было бы записать таким образом. Сумма по простым числам от уже вот такой вот суммы. Сумма первых натуральных чисел. Последнее натуральное число это опять flow от отношения логарифма n и логарифма p. Ну или другими словами здесь написан логарифм n по основанию p. То есть какая максимальная степень p в степени k, влазит внутрь n, которая меньше либо равна, чем n. Если функция psi, которая на самом деле равняется нашей функции xi, которую мы только что рассмотрели, логарифм πt будет входить с коэффициентом 1, то вот в эту сумму он будет входить с коэффициентом 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4. И, о чудо, опять есть формулы, как из psi получить p-psi, вот эта формула. На этот раз надо суммировать все psi, но не с коэффициентами 1, а с коэффициентами 1, 2, 3, 4 и так далее. А обратная формула выглядит вот таким вот образом. Надо взять эти коэффициенты, которые были здесь, 1, 2, 3, 4, но только домножить на функцию Мёбиуса μ. Доказательства нет. Вот это такая вещь, до которой тоже можно было догадаться просто методом экспериментирования. Попробуйте доказать это утверждение сами. Вот это вот. И, кстати, когда на него смотришь, что мы понимаем? Вот эта вот сумма, это же есть как раз сумма первых степеней натуральных чисел. Частичная сумма по первым натуральным числам. И она по формуле равняется вот такой штуке. А что если у нас будет здесь k в квадрате? Тогда здесь у нас будет уже формула для суммы квадратов. И возникает вопрос, а как обратить эти веса? И какие формулы получаются в этом случае? Ну, там все просто. Ну, во-первых, посмотрите, чему равняется сумма квадратов, сумма кубов. И вот определим эти две функции согласно этим формулам. И что же получается? Надо просто брать вес k в квадрате. В обратной функции опять будет множитель μ, ну а в прямой не надо и брать множитель μ. Вот такой вот бонус-трек, где я вам показал еще одно место, где всплывает функция Мёбиуса. Да, чуть не забыл рассказать про важное. Если просуммировать функцию Мёбиуса от единицы до n, можно получить эталонный шум. Его нужно снова отнормировать на корень из n. И вот что получится. Далее можно изучать уже именно этот шум, а не шум, который извлекается из суммы степеней по степеням простых чисел или по простым числам. Всем удачи. Пока.